Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Да-да-да, чуть-чуть подзадержались, просим прощения, извинений, как всегда, но это живой эфир, все вживую, нерв, живой нерв. Степан Демура на связи. Степан Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что подписывайтесь на Димуру. Конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал Степана Геннадьевича. Обратите внимание на описание нашей сегодняшней, скажем так, беседы. Там есть интересности, которые предлагает Димура, поэтому присоединяйтесь, как управлять этим хаосом, или хаос, чтобы управлял тобой. В общем, подписывайтесь на семинары тоже Димуры. Два слова о Не суетитесь под клиентом, называется, попытайтесь получать удовольствие. В общем, как получать удовольствие? Димура всех приглашает к себе. Вот. От жизни. Ну, сначала фотки, потом приглашение. В общем, друзья, переходите, интересуйтесь. Два слова. Мы общаемся с вами. Все в прямом эфире. QR-код, который видите возле меня, это возможность прямо на экране написать свой вопрос, какой хотите. Если работает этот сервис, не везде работает, знаю, прекрасно. Если хотите присоединиться к клубу зрителей в Телеграм-канале и тоже поддержать, так сказать, то это вот вам QR-код, который в другой стороне. Конечно же, подписывайтесь на Степана Димуру в Телеграме. Все ссылки, как всегда, в описании. Ну и клуб зрителей Шелест, сообщество YouTube, чат трансляции. Ваши вопросы в финале сегодняшнего эфира обязательно, но перед этим зададим вам вопрос. Возобновятся ли удары по Ирану? Варианты ответов. Да, это неизбежно. Вероятность высокая. Ну, вот такой вариант ответа. Дальше. 50 на 50. Ну, может быть, да, может быть, нет. Ну, как настроение Трампа. Ну, 50 на 50. Ну, или еще один вариант. Все уже навоевались. И вот эту войну, вот это продление перемирия означает, что спустили все на тормоза. Но на какие? Скрипит сильно или не очень? В общем, такие 4 варианта. Давайте с того начнем. Как вам видится ситуация вокруг Ирана и вокруг продленного перемирия, которая так нервная, конечно, но давайте честно. Ну, может, хватит уже в Армузе-то буянить? Не хватит. Нет, еще не все цели выполнены. Еще Израиль жив. Еще шаби-сослики живы. Все эти непонятные государствишки вокруг Ирана. И ни одно из требований Ирана не выполнено. Хотя американцы, когда шли на перемирие, согласились на все 10 требований Ирана, что подтвердил премьер-министр Пакистана, который участвовал как страна, согласовывавшая это перемирие. А перемирие на самом деле закончилось, его и нет. Иранцы совершенно четко сказали, после того, как американцы объявили эту непонятную блокаду Ормузского пролива, отсыпали еще санкции Ирану, а иранцы сказали, что все, перемирия нет. Любая ваша ошибка будет стоить вам очень дорого. Поэтому, скажем так, время очень сильно поджимает товарища Трампа, и пиндосов, и еврейцев очень сильно поджимает. В каком смысле? Ну, хотя бы потому, что Ормузский пролив закрыт, ситуация с нефтью и нефтепродуктами, и с удобрениями, и с гелием, и с пластиком, и с чем только назовите. Она становится все более и более удручающей, скажем так. Причем, если вы посмотрите на весь, вот, скажем, мировой комплекс нефтепереработки, добычи и транспортировки, логистики нефти, то вы поймете, что это очень сложная машина, и она, скажем так, рушится не сразу, но по экспоненте. То есть, вот какое-то время какие-то проблемы удается купировать, потом раз и все. Ну, элементарно. Сейчас же практически подходит к концу стратегический запас всех стран. Все, что было на танкерах и было разрешено продавать России и Ирану, практически продано, у России продано. Поэтому, скажем, и начинается, в общем, практически обрушение рынков нефтепереработки и логистики. Ну, достаточно посмотреть, сколько авиакомпаний по всему миру отменяют рейсы из-за того, что нет авиакеросина, проблемы с дизелем. Поэтому с этой точки зрения, ну, перемирия нет, боевых действий нет, экономика мировая рушится, Иран делает все, чтобы
выставить себя в свете миротворца. У нее это получается. Трамп агрессор. Весь мир уже так почти практически считает, что Трамп агрессор, во всем виновата Америка. Поэтому с этой точки зрения, пока нет выстрелов и идет время, ну, иранцев все в порядке. А начнутся выстрелы, ну, что это будет конец, в общем-то, мировой экономики. Потому что, наверное, уже все убедились, что в Иране были дедушки, а не бабушки, как в других местах. Потому что, как сказал один очень известный политик, если бы у бабушки были причиндалы, он был бы дедушкой. Значит, что такое бабушка? Это дедушка без причиндалов. Так вот, в Иране сидели дедушки, а не бабушки, как в других местах. Дедушек постреляли, уничтожили. На их место пришли такие дерзкие молодые ребята с огнем в глазах. Общество в Иране полностью консолидировано вокруг них. Я тут просто занимался юридическими вопросами пару дней и колесил по Москве и слушал Бизнес ФМ. Есть такая замечательная радиостанция. Я прошу прощения, что я только не наслушался по поводу Ирана. Оказывается, там серьезный раскол в элитах. А, да? Говорят наши эксперты, и там еще тот же Жорик Болтик. Раскол там в элитах, понимаете? Не знают они, что делать. И американцы очень мило на этом играют. И Трамп тут же заявил: у них раскол. Типа, определяйтесь, а то я вас всех в каменный век. Никакого раскола там нет. Там все прекрасно понимают, что они победили и держат, в общем, не только Трампа, но и весь мир за одно причинное место. Поэтому, если будут выстрелы, атака на Иран, еще раз, всех этих шаби-сосликов, дубайский, катарский, их просто не станет. Почему? Потому что они останутся без энергетики, нет опреснителей воды. Соответственно, они в пустыне, они как в Иране, где леса. Там очень жарко, там жить нельзя. Придется всем, скажем так, устраивать великий исход. То же самое с Израилем. И недаром сейчас и Хезболла себя прекрасно чувствует, и чем занимаются игильчане в Сирии, руководство, они, оказывается, всячески сдерживают попытки непонятных товарищей прорваться через границу с Израилем на израильскую территорию. Ну, товарищ Эрдоган даст приказ, они перестанут эти попытки делать. Я имею в виду сдерживание. Поэтому я не уверен, что в Штатах это понимают, что вообще происходит. Особенно Трамп. Поэтому я бы, скажем так, отвечая на наш вопрос, я бы выбрал, наверное, первое. Потому что все это может закончиться хорошо, только если американцы капитулируют полностью, согласятся вот сразу на все 10 требований Ирана, но израильтяне не дадут им этого сделать просто. Ну, подождите, не первое, а последнее. То есть, если все закончится и все, как бы навоевались... Нет, имеется в виду первое, что обязательно будет продолжение войны. Обязательно будут бомбить. Потому что американцы, может быть, бы и согласились на все 10 требований, и, скажем, Иран кинул бы им кость, сказав, что ладно, хорошо, мы вот обязуемся не работать над ядерной бомбой. Хотя, еще раз, у них это и запрещено, и та же американская разведка с 2008 года в своих ежегодных обзорах и докладах Конгрессу говорит, что у них нет ядерной программы. Бросит кость ни о чем вообще. И, в общем, тогда бы американцы смогли сохранить лицо и сказать, что да, мы победили. Все победили. А то, что там случилось с Армузом, то, что там случилось с их сателлитами, то, как они вылетели с Ближнего Востока и потеряли все базы, кого волнует? Степан Геннадьевич, если здесь вот как поразмышлять, вы говорите первый вариант, то есть будут бомбить 100%. Первый вариант, и я более чем уверен, что израильтяне просто не дадут им этого сделать. Хорошо, У них другие цели. бомбить. Окей, у нас есть данные о том, что мчатся на Ближний Восток, собственно, заправщики, и всю дорогу этого перемирия, это правда, то есть идет наращивание каких-то возможностей. Да, накопление Что это сил. за удар может быть такой, который будет после этого перемирия, конец Все его то же самое. непонятен? Все то же самое, только с меньшей интенсивностью. Потому что вынесена логистика, вынесены базы, уничтожена половина флота заправщиков.
уничтожены радары, то есть увеличилось, грубо говоря, логистическое плечо у авиации. Дали у американцев практически, ну как практически, на критически низком уровне запасы точных, высокоточных, как у нас говорят, боеприпасов, которые не запускали самолетов. Значит, им придется сходить в воздушное пространство Ирана, наконец-то, в большом количестве. Это значит, будет очень много сбитых самолетов, потому что ну, они уничтожили в основном макеты ПВО и радаров Ирана. Скажем так. Все остальное у них ПВО спрятано под землей, в туннелях. Причем, как оказывается, очень интересно работает. У них развернут по всей стране сеть инфракрасных радаров пассивных. То есть эти радары определяют, что что-то где-то в небе фонит. Выкатывается из туннеля радар, быстро засвечивает цель, делается запуск, радар укатывается обратно в туннель. Поэтому посмотрим, какие будут жертвы и потери у американцев. Но, скажем так, одно приобретение у иранцев уже точно есть, причем такое мощнейшее важное приобретение. У них, по-моему, 9 лет подряд была засуха. Были критические проблемы с водой, с водоснабжением того же Тегерана. Водохранилища практически начали исчезать. Ну и тут в пылу, в жару, может быть, специально своей военной компании они уничтожили в дубайские, в Арабских Эмиратах установки по, скажем так, модификации погоды. И бац, у них сразу пошли дожди, Так а что озера это? полные, Подождите. водохранилище полное. Стоп, стоп, стоп. Прикольно, Не-не-не, да? подождите, дожди пошли. Там снег пошел в апреле. В Иране. Снег пошел, да, помните, в пустыне шел снег? Это вот установочка работала. А в Иране была засуха. Причем официально они говорят, что мы запустили вот могучую такую установку. У нас тут пошел снег, дожди проливные иногда в пустыне. Помните, были эти кадры, когда Дубайск там затапливало. Вот они эту установку уничтожили. В результате у них климат вернулся, скажем так, к более-менее нормальному состоянию с точки зрения осадков. Водохранилища снова наполнились водой. Все у них хорошо. После 9 или 10 лет засухи. Мощнейшее приобретение, на самом деле. То есть вы видите как бы в этом не минус, а плюс. Не в том, что Конечно. не погода, а в том, что елки-палки, так их давили все это Теперь у них время. теперь воды девать некуда. Можно спокойно уничтожать чужие опреснители. Вообще. Воды Ага. много у себя. Значит, смотрите, тут очень интересный момент в подтверждение, конечно, ваших слов. Тут вражеская для Трампа. Ну, во-первых, Трамп сейчас, это новости последних там минут 40, то есть он провел встречу, Вэнс, Рубио, все к нему пришли. У него вообще одни встречи. Одни встречи. Такое Так они ощущение, вчера вроде проводили встречу. вчера, Стрелочку забивали. да, А сегодня а опять. сегодня разведка. Сегодня разведка должна доложить. Сегодня сходничок с разведкой был, Да, и понятно. там и Венс, и Рубио при этой встрече, то есть все как так пригляделись. Какую-то странную историю запустили. Я не знаю, прям верить или не верить, но это же пресса, она же работает против Трампа. Он сам об этом говорил. О том, что он запросил ядерные коды, а ему не дали. Кейн 2 раза сказал, запрашивал. Кейн говорит, Не не, 2-3 раза, а 2. Кейн 2. говорит, не дам. Говорит, а что не дашь? Ну, у меня есть протокол защиты от дурака, типа не дам. Слушайте, неужели все настолько печально? Ну, как печально. Вот когда люди проговорят, что там перед тем, как иранцы согласились на перемирие, вылетели из Британии 2 Б-52, поднялись в воздух, поднялся в воздух самолет судного дня в США и тому подобное. Типа сейчас будут бомбить. Это в прошлом эфире. Люди, по сей не поняли, о чем говорил. Я говорил о нанесении первого или превентивного ядерного удара. Не ответного, а первого превентивного. Там целый протокол, между прочим, который на это требуется одобрение Конгресса. Оно не требуется для, скажем так, ответного удара. Ежу понятно. А вот для превентивного нанесения первого удара, превентивного, требуется. Поэтому, да, целый протокол. И президент, скажем так, э, действительно, там есть даже не одна, а два, скажем так, клапана, что ли, для спуска дураков. И там ответственность лежит за применение не только на президенте, но еще на 2 высокопоставленных военных, как минимум.
Поэтому ему 2 раза не давали. 2 раза. Потому что все прекрасно понимали, что это за война и чем это грозит их карьере, вообще чем это грозит, в принципе. Мгм. Значит, в подтверждении ваших слов еще одно вражеское издание, CNN, О, это публикует, вообще, да, ну, вражины, понимаете, да ну, вражины. исчадие ада, это желтая пресса, что вы Публикует цитируете? страшные новости. Говорят, в Америке тоже, ну, вообще в мире авиационного топлива, тут Европа бьет, там Люфтганза отменяет 20 тысяч рейсов, но и в Америке проблемы. Давайте послушаем. Мы уже это наблюдаем. Крупнейшие авиакомпании сталкиваются с ростом цен на авиационное топливо из-за войны с Ираном и перекладывают эти расходы на пассажиров. В United Airlines заявили, что этим летом цены могут вырасти до 20%. При этом они добавляют, спрос остается высоким, даже при таких ценах. Люди продолжают летать. И эта ситуация надолго. Вообще, конечно, странная информация, если честно. То есть люди продолжают летать, ситуация надолго, 15-20%. United Airlines. Так у Трампа же все должно быть хорошо с керосином, с авиатопливом. Что Нет, так? нет, нет, нет. У них все хорошо с легкими, скажем так, с легкими фракциями. Бензин, бензоил и тому подобное. А с тяжелыми они импортируют. Ну, так у них заточена вот исторически нефтепереработка, и она заточена под высокую глубину переработки. Соответственно, весьма специфическая нефть требуется, и весьма специфические катализаторы и установки крекинговые. Поэтому с тяжелыми фракциями они вообще-то импортируют. Пока что, насколько я понимаю ситуацию, резко выросла стоимость авиационного керосина. Поэтому, если, скажем, раньше авиакомпании могли себе позволить, ну, летать с наполовину заполненными самолетами по определенным маршрутам, то теперь не могут. Соответственно, они их отменяют. Это не то, что там происходит в странах Юго-Восточной Азии, где керосина авиационного просто нет. Все, нет его. Мы не летаем. Мгм. Значит, друзья, это, конечно, очень интересная история, да, но давайте тоже немножко включимся в процессы вокруг Трампа. Ну, подождите, как бы у Трампа же на фоне этого кризиса большое событие. Это чемпионат мира по футболу. Выходит Financial Times и говорит, что посланник Трампа Дзампали предлагает ФИФА заменить Иран Италии на чемпионате мира, который пройдет этим летом. Значит, он такой предложил, и говорит, я уроженец Италии, для меня было бы мечтой увидеть Адзуру на турнире в США, и там Трамп, этот Замполи, представитель Трампа. Издание пишет, что данный план рассматривается как попытка восстановить отношения между Трампом и Мелани, а потому что они поссорились недавно из-за Папы Римского. Но в среду Иран, представляете, заявил, что к турниру готов. Да, да, сборная готова. Да, говорит, Можно будем... вылетать. А что, не поиграть в футбол с вами? Конечно, полетим, конечно, поиграем. Ну и там еще другая подоплека, понимаете? Вроде как хотели сделать Мелани подарок, ну, в том плане какой-то, ну как, на какой козе подъехать к перемирию с Трампом. Но там же проблема в том, что там был матч стыковочный, Италия, Босния, Герцеговина, и, в общем, они проиграли. Короче, не вышли они. Да, Ну, не вышли, я знаю, да, ну, это они я не знаю. вышли. Это, конечно, позорище. Это для Европы, для тех, кто увлекается, для тех, кто рядом. Они с футболом, да, примерно что слышали или следят за этим. Это, конечно, сенсация, что Италия не прошла так. Так они за счет Ирана пытаются влезть. Слушайте, ну Иран вообще красавцы. Ну, говорят, ну, вообще, как они отрабатывают? Говорят, футбол, да, поедет. Конечно, сборная поедет иранская. А чего нет? В Почему Америку? нет? Да легко. Понимаете? Еще и пояса шахидов привезем, как написала бы CNN. Ну, понимаете, на самом деле, а, я уже, наверное, 1,5 года вам говорю, что Трамп это просто буйно, да. Вот чтобы понять Трампа, я просто уже, ну, у меня уши вянут серьезно от всех этих экспертов и политологов, и политиков. Да, они начинают анализировать Трампа. Ведь, слушайте, ведь все лежит перед вами, да? Был такой фильм, ну как был, он есть. Значит, в угаре «Трамп наш 2», кремлевские запретили его прокат в России. Называется он
ученик «Восхождения». Снял его, как ни парадоксально, иранский режиссер. Там, значит, фигурирует некто Кон, юрист. Значит, Кон в свое время работал с не Маккартни, а Маккарти. Да? Это разные вещи. И он был юристом отца Трампа, Фредди Трампа. Когда Фредди Трамп передал свою империю детишкам, то он плотно работал с Трампом, и поскольку папаша не занимался воспитанием Трампа, он у него был таким, знаете, ментором, и Трамп – это его ученик. Известный очень был адвокат, и у него были три простых принципа. Поэтому, если вы посмотрите этот фильм и прочитаете даже книгу Трампа, наступив, скажем так, себе на бейца, но сможете ее осилить, то вы поймете, что, ну, конечно, не Трамп ее писал, а литературные рабы. Это не искусство сделки, называется, а искусство хуцпы. Прям такой сирый хуцпы. Что я имею в виду? Какие были принципы у Кона и какие принципы он, в общем, передал Трампу? Чисто вот что воспринял Трамп. Первое – постоянно атакуй. Смотрите на заявление Трампа, на то, что он делает. А второй принцип – никогда не извиняйся, поскольку ты безгрешен. Пожалуйста, анализируйте действия Трампа. И третий принцип – всегда все отрицай. А теперь давайте посмотрим... Даже самого себя, Степан Геннадьевич, да? Да, даже вот давайте посмотрим еще, на что эти принципы наложились, на какой, скажем так, биологический материал. Ну, двуногое, прямоходящее, слабоумный с детства синдром не Даннинга-Крюгера, там до этого не дошло, а орбитофронтальный синдром. Нарцисс, социопат, слабоумный. И вот перед ним был человек, который для него олицетворял успех. Это же был известнейший адвокат в Нью-Йорке. То есть, выигрывал, ну, там статистику кто-то приводил, по-моему, 96-97% кейсов. И вот на такой биоматериал наложилась такая операционная система. И мы имеем Трампа. Просто проанализируйте его с точки зрения вот слабоумного человека, которому Павлов, как собачки, вбил вот эти вот условные рефлексы. А именно, всегда атакуй, никогда не извиняйся, ты безгрешен, и все отрицай. Ну и все, что здесь анализировать? Вот вам модус операндус этого существа. Поэтому вот что его анализировать, что его читать, что его слушать, ну, хочется, скажем так, развлечься вечерком. Ну, Трамп проснулся, Ну, классно. вы знаете, можно почитать. по-моему, Украина просчитала Трампа, как это было, не было. Ну, потому что они близки по духу, они, знаете, свой рыбак рыбака видит издалека. Если Кстати, отсюда у Трампа такая дикая любовь к золотым туалетам. Тут Да, с элитой на постсоветском пространстве он абсолютно да, идентичен. то есть украинцы тоже любят это все дело. Да, Ну, и не здесь только украинцы. элита, чиновники. Значит, тут выходит в стран и дает... Ну вот смотрите, мы же что пережили? Позавчера там на Трампа открывает рот Зеленский. Говорит, да ну что, какие гарантии ты мне можешь дать? У тебя там не будет тебя через 2,5 года, что с гарантиями? Да. Уитков, Кушнер, так это им надо приехать в Киев. Это им надо. Они тут ни хрена не видели, они только по Москве шастают, по секундчике жуют, понимаете? То есть зачем? Так Москва побогаче будет. Нет, ну имеется в виду, что чтобы разобраться в ситуации, им нужно. Вот они ж А ничего им это нужно? Так А им это нужно? Нужно. Зеленский сказал. Вы не это самое, как бы, ну, не издевайтесь. Он Зеленский, у него сегодня на Кипре, сегодня Урсула давалка. Смотрите, как ее целуют. Смотрите, какая встреча. Ай, красота. Фотографии, Кошта, Урсула, все вместе. Слушайте, Ну что, 90 ердов, 45 ребятки вам уйдет, остальное мы распилим. ну Это ж дала прекрасно. же, Все довольны. Урсула дала, понимаете, все. Мы так вот стебемся, на самом деле ничего хорошего. Мы сейчас дальше об этом поговорим по поводу войны в Украине. Но тем не Ну, менее. так и предполагалось, что, слушайте, выдадут вам эти деньги. Но тем не менее, раскусили украинцы Подоляк раскусил Трампа. Вот он выходит в интервью и делает вот такие два интересных заявления. Послушаем, прокомментируем. Подоляк, вот прям откровенно троллит Трампа.
Ну, я понимаю, что Трамп очень интеллектуален, очень талантлив. У меня нет сомнений, что он зашел в войну на Ближнем Востоке с четким планом. У него было много карт на руках. Мы же видели с вами все эти карты. Да, они очень четко сейчас показываются. Работают, да. четко. В основном джокеры у него все, которые четко говорят о том, что репутация Соединенных Штатов выглядит надлежащим образом. Ну, же без карт нельзя заходить в войну, мы же с вами понимаем. Особенно войну против такого оппонента, как Иран. Да? То есть России можно как-то, ну, это же ерунда какая-то. А вот Иран — это серьезный оппонент. Так вот, получается... Ну, то есть он стебет его, говорит, карты на руках, как же ты без карт заходишь в такую войну, это против Ирана нельзя, против России можно, ну, такое начинает. Ну, короче, начинает хорохориться. А дальше, ну, тут можно как бы, ну, пошутил. Как смог, так и пошутил. Ну, подумаешь, ну, это ж как бы, это не у нас по четвергам с Димурой. Кстати, подписывайтесь, друзья, половина смотрит без подписки, зря вы это. Это у нас с Димурой тут. Доиграетесь, да? Натравим на вас юмориста подалека. Будете смеяться над его шутками. И Максуда Шадаева. Вот. Понимаете, в чем дело? То есть, тут, ладно, ну, типа шутка, сиронизировал, да, но он же дальше говорит страшное. Более жестко работать с Соединенными Штатами. Да? Я понимаю, что с Трампом жестко работать, это даже если вы подпишете с ним контракт, опять же говорю, он очень гениален, да, вы подпишете с ним контракт, потом окажется, что он его прочитал, как там в арабском письме, да, Право-налево, слева направо. Ну да, ну да, это может уже оказаться, он же даже собственный приказ отменяет, поэтому, знаете, такое дело. Сегодня так, завтра это. Он открыл, мне понравилось, он открыл Армузский пролив навсегда. Его Си Цзиньпин должен понимать. А сегодня они там вчера задержали... Вчера все стояло, и, конечно, все началось сначала. Вчера Иран заявил, что если они дальше так будут себя вести, то никаких переговоров не будет и так далее. Ну, честно говоря, это не тема сегодняшнего нашего разговора, но встряли они там очень, ну, по самое не хочу называется. Это нюанс, очень важный. Или два нюанса. Первое, там присутствует Израиль, и я уверен, что он все-таки не даст этой ситуации. Там, знаете, потому что Трамп уже все сказал, что он уже у всех все выиграл, и то, что там полный хаос на Ближнем Востоке, и цены гигантские, ну, Трамп продавал на внутреннем рынке чемпионство, как он всегда продает, наверное, кубок Инфантино приехал, ему вручил соответствующий армузский кубок, да, армузский чемпионат мира выигранный. И вторая часть — это страны региона, потому что они понимают одну большую проблему. Это же не просто про транзит нефти, да, это про их логистику, это про поставки продовольствия, туристический бизнес, это же фундаментально, это же совершенно по-другому сейчас жизнь на Ближнем Востоке формируется для таких стран, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн. Для них все изменилось. То есть, смотрите, все изменилось. Смех смехом. Упиваются со стороны Украины тем, что Трамп туда влез. Зря? Ну, не зря. Не зря, потому что я думаю, что Европа тоже этим упивается. Почему? Потому что это всячески приближает завершение карьеры Трампа в том или ином виде. Либо он досидит как политический труп, но я сомневаюсь по одной простой причине, что вот те, такое умное слово есть англоязычное, дисрапции, которые возникли на рынке нефти и нефтепродуктов, как я уже говорил много раз, даже если завтра иранцы скажут, ладно, черт с вами, мы вам всем жутко сочувствуем, открываем Ормуз для всех. Это все будет сказываться еще несколько месяцев по одной простой причине, что достаточно серьезно пострадала, я более чем уверен, еще пострадает даже не столько инфраструктура добычи, сколько инфраструктура переработки нефти и газа в странах залива. Поэтому, скажем так, мало того, что Трамп влез в войну, потом сейчас уже начнут сливать, какие жертвы реально у американцев, какие потери у них в этой войне. Это вообще мама не горюй. Имею в виду человеческие хотя бы. Я уже не говорю про технику, базы и деньги. Поэтому, в общем, судя по всему, на данный момент видится так, что промежуточные выборы республиканцы пролетают со свистом вообще, как фанера над Парижем. Как... Примерно будет такой же результат, как у Орбана и его партии, я думаю. Поэтому, в общем, он политический труп. Европейцы себя, вот как мы с вами это обсуждали, ведут себя точно так же. Мы будем ему смотреть в рот, будем называть его папочкой, лишь бы он еще только что-нибудь не отчебучил с дуру. Потому что, его пересидеть там осталось несколько месяцев. И все, его не станет. Либо в политическом плане, либо по 25-й, может быть, даже упустят. А может быть, в этот раз будет не в ухо, а между ушей. Кто знает. Легко. Поэтому Зеленский и компания, они прониклись этим духом. И считают его хромой уткой и позволяют себе такие вот выкрутасы и выпады в его сторону, я думаю. Поэтому иранская война, иранская афера его просто добила. Вот и все.
Очень интересно, А то, знаете, что, извините, все, скажем так, даже средства ПВО, которые вообще только были и будут в ближайшие несколько лет, остались там, на Ближнем Востоке, и больше никогда не падут в Украину, ну, дело десятое, это их не так а волнует. какой, подождите, а почему не волнует? А если бы это их волновало, они бы такие вещи не говорили, не злорадствовали бы по поводу его успехов в войне с Ираном и то, что у него нет никаких карт, как и у них. Мгм. Вернемся к вопросу там Европы. Ну, прямая сегодняшняя новость, топ-новость сегодняшнего дня – это санкции Европейского Союза. В Да. Еврокомиссии рассказали о деталях 20-го пакета санкций против России. Его сегодня окончательно утвердили. Давайте я так пробегусь, потом вы прокомментируете. Значит, теневой флот – это санкционный список, 46 судов добавлено. Всего сейчас 632. Кораблям запрещено заходить в порты ЕС, получать услуги. Порты. Под санкции попали два российских порта Мурманск и Туапсе, которые сейчас пылают и в такой катастрофе экологической. Да, там гуманитарная катастрофа. Чисто. А также нефтяной терминал Каримун в Индонезии, который помогал обходить ограничения на российскую нефть. По морским перевозкам пакет закладывает основу для будущего запрета на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов, согласованного Г7. Ну, то есть по морским перевозкам можно. Давайте так, закладывает основу для будущего. Это просто красиво написали. По сути, ну, все, в общем, пока еще можно. Пока кризис в Ормузе можно. По банкам. Да, да. В санкционный список добавлено 20 российских банков, 4 банка Кыргызстана, Лаоса, Азербайджана, которые помогают России санкции обходить. Экспорт-импорт. Появились новые запреты на экспорт товаров в Россию. Резина, тракторы, там взрывчатка, стекло лабораторное, смазки разные, ну, имеется в виду материалы смазочные. Всего оценивают там 365 миллионов евро и импорт металлов, химикатов на сумму 530. Ну и компании и люди. Добавлены 60 компаний, 32 российских, 28 из третьих стран. Там Китай, Турция, Эмираты, Таиланд. И 120 санкций против олигархов, военных компаний, пропагандистов, рэпера Тимати. Вот он на экране. И, А вот за что, и вот за что. и всяких там причастных к разграблению культурного наследия и прочее. Как оцените этот пакет, Степан Геннадьевич? Ну как, если вам нужно принимать 20 пакетов санкций, да, то, наверное, какие-то они не такие. Ну, если так разобраться, да. Что-то вы не так делаете. Ну, уже тоже много раз об этом говорил, что, понимаете, можно накладывать санкции на Венесуэлу, можно накладывать санкции на Иран. Но чтобы реально положить Россию, нужно накладывать санкции полностью на экспорт нефти и газа. Полностью вообще. Но когда вы это сделаете на страну, которая там первая, вторая, третья в мире по добыче и экспорту, то, наверное, вам станет не очень хорошо впоследствии. Ну, а что касается, скажем так, цен на энергоносители и последствий для европейской экономики, ну, это, как говорится, на графиках перед вами. Что с них взять? Пытаются обрезать цепочки поставок, да, пытаются, то есть идут вторичные санкции, пытаются всех напугать, не работать с Россией. Ну, понимаете ли, скажем так, гешефт на баррель нефти таков, да, и на поставку той же резины, всего. Сейчас можно купить все, что угодно из Европы. Там, по-моему, Киргизия или Туркменистан, там, нет, или Киргизия, я не помню, уже не буду врать, но можете сами посмотреть по тому, как за последние годы вырос импорт всего и вся из Евросоюза в эту страну. То есть, это экономическое чудо, о котором нам просто не говорят. Да, ну вот импорт вырос в страну, в какой-то стан. Значит, там ВВП должен расти, я не знаю, трехзначными числами. Ну, хорошо, закроют они эти цепочки, накроют они эти компании, какие-то банчочки. Но еще раз, за такой гешефт найдется много рисковых ребят, которые подумают, ну, за год я срублю бабла столько, Мгм. что потом можно компашку закрывать и под санкции попадать. Это да. Так, значит, ну давайте о реакции России. Значит, как-то... Хмурили брови. Слушайте, странно все как-то. Вот сегодня прилетают новые курсы валют. Доллар что-то летит вниз.
Странное дело. А санкции как бы Опасное повлияли дело. на рост котировок. Причем повлияли, я не говорился, на рост котировок. Попавшие под европейские санкции 20 российских банков, там это банк БКС, Металлинвестбанк, Солидарность, Русский стандарт там, и так далее, Авангард, там, Wildberries банк. Значит, никакой логики в санкциях не отмечается и личностности, и собственности, просто, ну, чтобы нанести максимальный ущерб. Но российский рынок отреагировал на европейские санкции ростом котировок. Чё так? Объясните, в чем дело. Ну, я думаю, просто еще раз уже все настолько привыкли к этим пакетам санкций, что они ну, не особо ничего не добавляют. Ну, слушайте, ну вот 20 банков, те, которые вы назвали, если мне не изменяет память, они уже давно отрублены от Свифта. И какие санкции можете на них наложить? Но если только теперь, поскольку санкции токсичны, то, скажем, китайские банки откажутся с ними тоже работать. Ну, у китайцев там же своя система. Во-первых, у них система денежных платежей по всему миру своеобразная есть. Гоняют все от оружия до наркоты. По звонку, называется, по телефону. А во-вторых, китайцы там назначают, если я не ошибаюсь, 3-4 каких-то непонятных провинциальных банка, которые не жалко. Долго это все занимает раскрутка. Потом они выходят, скажем так, на крейсерскую скорость по проводкам, платежам. Ну, попадут эти банки под санкции, назначат новые банки. Это, скажем так, это, на мой взгляд, принципиально ничего не меняет. Скажем так, это на некоторое время усложняет ведение бизнеса. Но, скажем так, это на постоянной основе, конечно, увеличивает транзакционные издержки. Безусловно. Но это не настолько критично, чтобы, скажем так, на мой взгляд, уже экономика на это реагировала. Поэтому, да, это свой вклад вносит в подрыв стабильности российской экономики. Но по сравнению с тем, какой вклад туда вносит Минфин ЦБ России в подрыв стабильности, это капля в море, на это можно просто внимание не обращать. Степан Геннадьевич, вопрос такой. Ну, он абсолютно как бы читается. И вот, а что Европе? Вот мне недавно попалось, не в плане там санкций, да, вот куда идет Европа. Недавно мне попалась вот эта вот замечательная, скажем так, инфографика, да, видите зрители на экране, по годам, как летят вот эти вот миллионы мигрантов. Одна точка, это там 8 миллионов, короче. Ну так, для понимания, то есть вот это все. Все мчатся в эту Европу. Миграционная политика. И это выставляют как какую-то, ну, типа доблесть, как честь, как нечто такое, что, в общем, хорошее качество. При этом сегодня приходят кадры из Нидерландов, а там одище. Значит, открыли новый миграционный центр, да, и люди вышли и сказали: елки-палки, а что ж вы делаете? Не надо нам мигрантов. Побежали эти голландцы молодые, белокурые. Ну, их полиция взяла, в общем-то, дубинками, так сказать, в общем, прогнала. Мол, не надо перечить против правительства. Вот так вот все. Ну, зверячее побыття, в общем, как помнят это выражение в Киеве, на Майдане. Причем видно, что ребята все, ну, молодежь, да, там такая, ну, как правильно говорить, чистенькая. Короче, нормальные ребята. Ну, вот именно местные, там, видимо, какие-то студенты, молодежь. И людям, ну, не нравится очередной миграционный центр. Я просто не могу понять. Смотрите, вот сейчас дружбу открыли, поперла нефть. Российская под вопросом, скорее всего, намешана. Потому что с 1 мая Путин говорит: прикрываем казахскую нефть. Ну, все, кто пользуется этой инфраструктурой и гонит нефть. Ну, на север, да. Ну, то есть, смотрите, то есть нефть, вопросики. Дальше. Армуз, мы сейчас понимаем, там ни конца, ни края. Особенно если начнется этот второй виток, о котором вы говорите, боевых действий, там будет вообще жесть. Санкции, они еще санкции вводят. Они, по идее, должны их снимать, чтобы как-то хоть баланс Это по привести. идее.
Это по идее. Вы можете понять, а за счет чего тогда будет держаться евро, за счет чего тогда будет все вот это будет держаться, Степан Геннадьевич? Ну, вы анализируете, понимаете, вы пытаетесь использовать здравый смысл, логику, которую, скажем так, вы привыкли использовать в реальной жизни, ходя по земле. У этих ребят свой мир, своя логика. Надо просто понять, вот какое у них целеполагание. У бюрократов в Евросоюзе одно целеполагание. Это удержать власть над Европой, удержать свои теплые места и тому подобное. Значит, все, что у них осталось, это найти какую-то объединяющую идею, объединяющую угрозу, зло, вокруг которой должна сплотиться, по их мнению, Европа. Вокруг борьбы, с которым должна сплотиться Европа. Значит, Урсулка и вся эта теплая компания, зеленые, коричневые там, и тому подобное. Ну, коричневые в плохом смысле этого слова. Глиномесы, гряземесы, как хотите. Не те хорошие коричневые. Они пришли к власти на борьбе с климатическими изменениями, как теперь политически грамотно говорить. Потому что лет 30 назад боролись яро с похолоданием климата, теперь вот с потеплением глобальным. Ну, соответственно, и под повесточку траты огромных денег, огромных средств на зеленую повестку и тому подобное. Значит, тема накрылась медным тазом, поскольку это оказалось законом Яровой, да, как закон Яровой прекрасно, просто такого количества памяти в мире не производится физически. Так и здесь. Такого количества денег, такого количества меди, такого количества всего остального в мире не производится и добыть нельзя, чтобы вот зеленую повесточку оформить в Европе. Они быстренько нашли другую причину. Вот, значит, борьба потужно с этим кровавым мишкой. Вокруг этого сейчас все объединяется. Ну, это ресентимент Ницше типичный. Для рабов. Ну, не прямых рабов, а, скажем так, ментальных. Поэтому ничего удивительного там нет. Да, они, вот у них есть сакральная борьба с кровавым кремлевским режимом, который собирается развязать войну в 29-м или 30-м году. А подоплека очень простая, потому что, насколько я понимаю, скажем так, европейские элиты, не вот эти вот шестерки этих элит, которые сидят в Брюсселе, а реальные элиты, они поняли, что денег теперь на всех не хватит. Соответственно, с кого-то придется стричь шерсть. Кого будут стричь шерсть? Разумеется, Ширнармас. А чтобы стричь с них шерсть без особого ущерба для себя, нужно что? Нужны мощные силовые ведомства, армия, в частности. И нужна какая-то причина, которую продать Ширнармасам, из-за которой им придется затягивать пояса, резать цел. И также, чтобы Ширнармасы с радостью отдавали свои свободы, вообще сидели, не пикали. Что мы имеем в виду? Что мы здесь имеем? Мы имеем мигрантов, да, которые завозятся везде под повесточку ООН о замещающей миграции. Хотя вот последние две работы экономистов показали, что, скажем так, старение населения – это отнюдь не проблема экономики от слова совсем. И замещающая миграция, поскольку все замещая, скажем так, население с высоким IQ, условно говоря, замещается населением с низким IQ, которое легко заменяется экскаваторами. Поэтому никакого экономического эффекта от этого нет. Но, тем не менее, повесточка есть. Поэтому, как вы заметили, в Европе уже такая замечательная тенденция, что вот там где-то мигранты выступили, еще что-то. Надо ужесточить законы. Мысли преступления людей приучают к страху, что не приведи Господь, ты там что-то подумаешь против официальных нарративчиков. Поэтому, на самом деле, происходит не только там, происходит везде. Вот Степан и все. Геннадьевич, Поэтому такое простое объяснение. И еще одна часть повесточки тоже – это плановое замедление экономики. А нехорошие дяди давно сказали, что одной из целей войны в Украине – это развал, уничтожение Евросоюза и НАТО. И Европы как таковой. Степан Геннадьевич, а давайте вот так вот поймем. Сейчас же, ну вот попробуем разобраться и как бы поймем дальнейшие шаги.
Сейчас вот, ну, это из свежего, как это, Трамп из свежего. Все четко понимают, что это все может измениться потом и все ну, из свежего. Значит, Лучше рубрику «Зовите Трамп проснулся». Вот Трамп у вас будет проснулся, гарантированно да. свежая на день. Свежий Трамп, свежевыжатый Трамп. Значит, он, но на самом деле тут ситуация серьезнее. Значит, Карл, король, который Чарльз, ну, который Гога, который, ну, вы поняли, он, собственно, едет в США. И Трамп уже говорит, что этот визит там поможет наладить отношения между бритами и америкосами. Ну, то есть, вот так. Визит, действительно, вы описали выше положение дел, в очень и очень такой непростой период, особенно в Иране сейчас. Это все ж на тоненькую. То есть буквально там 27 числа, он кажется, сегодня 22, ой, 23. Воскресенье. Ну, то есть вот, на днях. Это все вот на днях. Представляете, тут возобновляются боевые действия, Карл там. Ну, как-то не с руки, надо еще потянуть какое-то время. Переговоры перенести, еще что-то. Ну, Не знаю. Тут... Значит, но тут интересно. Перед этим визитом Яценюк есть такой, ну, такой куля в лоб, такой. как куля в лоб. Он да, же... внучок Равинок, да, есть такой. Он же Яйценюк, да. Он же проводит форумы по безопасности киевские с Пинчуком, олигархом. Ну, как прям Чубайс, один в один. Да. Значит, и приехал к нему принц Гарри. Вот, собственно, выступление принца Гарри. Президент Путин. Ни одна страна не выигрывает от продолжающейся гибели людей. Мы видим это своими глазами. У нас все еще есть момент, чтобы остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания, как украинцев, так и россиян, и выбрать другой путь. То есть принц Гарри нам приехал и говорит на форум к Яценюку, чтобы обратиться к Путину. Интересная вообще формулировка, да, но тем не менее. Вместе с этим резко появляется пропавший Залужный, который посол в Британии, и начинают философствовать на тему, кто там объявит какую победу. Послушаем. Тому на сьогоднішній день, скажімо так, перемога для Росії і для України буде виглядати в тому, що як продати результат, як перемогу. Ось, ну, якщо ти мене зрозумів, ти понял? Значит, сейчас мы прервемся, я обращу внимание всех. Значит, победа для России и Украины. Это абсолютно какая-то другая риторика. Победа для России и Украины будет заключаться в том, что как продать победу. И там это дети, это, короче, ну, студенты, короче, школы, дипломатии. Это частное такое включение, но оно публичное, ну, неважно. Это он типа учит студентов. Он же великий дипломат Залужный в Британии сидит. Вот он может преподавать. Это не Димура, который сети-классы ведет. Это вот Залужный, вы же понимаете. Так вот он продолжает. Тобто хтось потеряв території і людей і скаже, це перемога. Понимаєш, от в чому проблема на сьогоднішній день. Хтось здобув територію, но втратив все, що можливо і неможливо, і йому потрібно це продати людям як перемогу. Значит, кто-то получил территории, потерял все, что возможно и невозможно, и ему нужно продать как территорию. Я сейчас обращу внимание, сейчас мы дослушаем, но я обращу внимание на картину сзади него. Это подводная лодка В степях Украины. В степях Украины. Подводная лодка в степях. Это он, на этом фоне он говорит о том, что мы потеряли территории, должны победу представить, а Россия там потеряла кучу всего и вся, завоевала территории и, в общем-то, тоже должна представить победу. Ось в чому проблема. Тобто пошук перемоги банально звівся до того, що шукають шлях, як продати нинішню ситуацію або наступну ситуацію, як перемогу. Да, мощно. Мощно. Мощнейшее выступление. Гарри и Залужного я хочу, чтобы вы прокомментировали. И у меня главный вопрос. Продать победу кому? Ну, по населению, массам. Потому что, ну, бабушки, судя по всему, готовы слиться. Кремлевские имеют. Готовы слиться. Вот у меня создается такое неприятное впечатление. Победа была у них в руках, но решили слиться. Готовы. За гроши, да, которые им пообещали в Анкоридже. Между прочим, теперь можно официально цитировать министра иностранных дел Лаврова, который назвал кремлевских терпилами на конференции.
сказал, что это хорошо, может быть, даже и хорошо, что никто не знает, где они, эти красные линии. И вообще Христос терпел и нам велел. Так что теперь это не оскорбление, а вот э, цитата от одного очень мемного товарища. Мы все же знаем другой его знаменитый мем. Так и здесь. Ну, вопрос в том, как это воспримет население, потому что, скажем так, тут мощнейший кризис в экономике, который был создан рукотворно ЦБ и Минфином, ну, соответственно, правительством и политическими властями, поскольку они всегда выражали чувство глубокого удовлетворения деятельностью этих товарищей. А плюс вот это вот непотребство и вообще полный идиотизм с блокировкой всего и вся и разрушением российского сегмента интернета, который только начался. Ну, люди просто на пустом месте из себя их выводят. Значит, в этой вот такой замечательной атмосфере падают, разумеется, рейтинги Путина, которые причем замеряет у нас ФСО. И те рейтинги, которые они получают, я думаю, они раза в два выше, чем реальные, потому что, ну, в России как-то сказать свое мнение в ответе на конкретные вопросы касательно власти, ну, не принято. Потому что из моего круга общения он весьма широк, разнообразен. Но я бы сказал, что рейтинг действующей власти где-то в районе 10%, может 15%. Причем это люди из абсолютно разных слоев общества. И я просто вижу, как бывшие там запутинцы, патриоты, они становятся, ну, не то чтобы бандеровцами, но нехорошими людьми, очень хорошими, не патриотами. Поэтому в этой ситуации, когда вы еще долго всем говорили, что вот у нас тут есть цели СВО, они типа незыблемы, и вот они будут выполнены. И тут еще раз всплывает, повторюсь, план Дмитриева Виткофа из 28 пунктов, где демилитаризация не пахнет, пожалуйста, армия 800 тысяч составляется. Денацификация, тем более, вообще-то, о чем разговор идет. Будет очень тяжело. И я думаю, что как раз вот вопрос, Запад начинает такой нарративчик вбрасывать и такие пробные камни, что вот о чем надо думать. Нужно думать о том, как продать поражение как победу обеим сторонам, чтобы не обеим, да, обеим, правильно, женский род, сторонам, чтобы, ну, скажем так, никаких эксцессов не возникло, и все было мягко и хорошо. С другой стороны, можно посмотреть немножко иначе, а именно это, скажем так, убаюкивание бдительности кремлевских. Потому что, повторюсь снова, отгуглите группа «Алхимия» в британском министерстве обороны. Их, скажем так, планы гибридной войны. Еще раз, эти планы притворяются и против России, и против Ирана. Ну, в Иране бабушек нет, там даже уже не дедушки, а зрелые мужики. Ну, смотрите, Них в там Иране эти все планы тоже, почикали. все тоже не так гладко. Вот приходят новости, эта новость пришла, кстати, во время нашего эфира, это вот прямо сейчас, ну, там, час ей, там, меньше, может, ну, в общем, один из таких очень потужников иранских, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подал в отставку и вышел из переговорной группы. Передает, ну, правда, израильтяне передают, посмотрим, опровергнут или нет, но тем не менее, если это так, ну, Степан Геннадьевич, раскол таки, Да нет раскол. никакого раскола, слушайте. Он вышел из переговорной группы, переговоров нет. Ну и все. Это да. Поэтому теперь иранцы будут долго искать ему замену. Если это, конечно, правда. А время работает на иранцев. Это такие ушлые ребята. А может быть, кстати, спокойно могут дизу гнать. Да, вышел, ну, надо, чтобы Трамп радовался и думал дальше, как дальше внести раскол. А время-то идет. Время-то идет. Ну, Иранцам если... тоже нафиг нужно, чтобы им разносили всю инфраструктуру. Ну, смотрите, если все-таки вернуться к принцу Гарри и его месседжу Путину, ну, это же сенсация, принц Гарри обращается к Путину в Киеве,
у Яценюка на форуме. Ну, это все политика, скажем так. Это все политика, потому что, еще раз, вот сейчас заметно выросло количество дальнобойных украинских дронов. Ну, их же не на Украине делают, на Западе наладили производство. Ну, смотрите, выросло и количество попаданий. Вот Да, тут тоже потому что и возникает количество вопрос. выросло. И еще раз, выросло количество, соответственно, можно запускать одновременно по разным районам. И бить все время по одному постоянному району. Вот мы с вами обсуждали. Стягивается ПВО в эту, скажем, область, вы начинаете бить по другой. Страна-то огромная, ПВО, ну, невозможно все прикрыть. Поэтому рано или поздно суммарный ущерб, он аккумулируется. Запад на это тоже рассчитывает. И, судя по всему, российский парханат, он готов продать, как обычно, маму за шекель, лишь бы получить этот шекель. Соответственно, готовится ситуация, когда, возможно, парханат придет не то чтобы с ультиматумом, но с таким жестким требованием к Путину завершать всю эту музыку. Иначе от экономики ничего не останется и тому подобное. Вот поэтому здесь, еще раз, это гибридная война, ёлки-палки. Ну, это вот людям, у которых две извилины, это понятно и достаточно почитать, сравнить с тем, что делается. А у которых полторы и одна, ну, не то, что их жалко, ну, они находятся там, где принимаются решения. Знаете, тут по поводу гибридной войны, ну, понятно, тут есть, скажем так, много сегодня таких новостей. Это при том, понимаете, что еще на самом деле не задействованы так называемые национальные диаспоры в России. Я не удивлюсь, если вдруг они будут тоже задействованы британцы. Я просто к чему? Есть вот сейчас идут потоком куча там таких эпизодов, новостей, что вот мы, вот так, там, да, и многим там гордятся, в том числе украинцы. Буданов один ходит и говорит, что у нас нет дронов, а по поводу российских дронов он отзывается вот так. Де ви очікуєте технологічний прорив? Ну, наприклад, це може бути технологія, яка посадить всі дрони, ну, окрім тих, які на оптоволокні. Знаєте, я теж хотів би в дива вірити, але думаю, що так не станеться. Проте допомога штучного інтелекту, вона досить суттєво і системно почала вже впливати на цей процес. Всі бачили, оскільки про наші розробки говорити зараз не буду, всі бачили застосування російських зразків тут, коли вони вже самі ідентифікують цілі, маневрують і так далі. За цим майбутнє. Тут ми не пасемо задніх, як то кажуть, є і власні напрацювання, але потрібно масштабування цих технологій. Цього поки що нема, але я думаю, що на протязі півроку ми це вже побачимо. Значит, он говорит о том, что, ну, кто, может, не поймет, значит, говорит о том, что сейчас пока нет масштабирования, но вот мы смотрим у россиян, у них там дрон может сам выбирать цели, короче, искусственный интеллект туда вшивается, внедряется, у нас тоже есть такие разработки, короче, надо масштабировать, все, в общем, переводить в искусственный интеллект. Сегодня, кстати, очень интересно по поводу развития технологий. Значит, сбили, это же уникальный случай на самом деле, уникальные кадры, сбили дрон надводный, российский. Ну, то есть у России тоже есть вот он, дрон, идет себе по глади моря Черного, он атаковал там туда Одесскую область, в общем, его вычислили и вроде как сбили. Но сам факт, это же вроде как украинцы с дронами, у россиян тоже уже давно есть. В общем, все идет как бы в этой связи. Ну, британцы, это у них развиваются морские дроны, да. Но и у иранцев. Что касается искусственного... Может быть, просто иранцы передали, потому что у них их много, они давно этим занимаются. Что касается искусственного интеллекта, дронов, развития дронов, это, конечно, вообще сейчас такой философский даже вопрос. Если спрашивается, ну, давайте честно, если спрашивается, что воюют дроны, все дронами воюется, что так людей гребут, это раз. А во-вторых, гребут на вот этих дронщиков везде. И в Украине, и всех там, вот мы будем дроноводами все. Правда, в пехоту почему-то многих гонят, тех, кто рассчитывали были дроноводами. А вот уникальный случай, который я хочу, чтобы вы тоже прокомментировали, это один из вузов собирают преподавателей и включают по скайпу военного.
военного, который должен там, типа, из Рубикона, из российского, дроноводческого, а он украинским военным оказался. Передаем вам слово, представьтесь, да, где вы находитесь, в каком подразделении, ну и в целом про свою жизнь расскажите нам, пожалуйста, очень интересно. Всех приветствую, благодарен за возможность выступить в такой аудитории, хоть и отдаленно. Меня попросили рассказать про службу на СВО, в каких войсках я сейчас служу. Я служу в войсках БПЛА в подразделении «Рубикон», в совсем новых войсках, как может кто-то не знает. Я хочу рассказать реальную историю настоящих русских героев-дронщиков. Позывной Гудвин командовал расчетом БПЛА разведки, был профессионалом высочайшей квалификации на самом деле. И был такой же с позывным Эрнест, опытный военный настоящий кадровый офицер. Они служили подальше от передовой. Только вот проблема их командиры деньги вымогал у подчиненных. Что я вам хочу сказать? Я на самом деле военный, только не русский, а украинский. И хочу вам сказать, не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить, каждого, кто подпишет данный контракт. Лица ваши все срисованы, так же, как и ректора, так же, как и кто представлял только что это все вам, военного, который только что рассказывал он за это. Линия фронта не движется уже 4 года, а стоит на месте. Кладбище размером в 2 страны. И, честно говоря, каждого, кто придет на украинскую землю, каждого мы убьем. Отключили. Ну и поржали, отключили, ха-ха-ха. Знаете, шутки шутками, но как от этого избавиться? Да никак вы от этого не избавитесь, потому что еще существует тема, да, вот есть технологии, новые технологии, достаточно сложные. Есть, скажем так, популяция, которая не в состоянии просто поддерживать эти технологии, массовое применение этих технологий. Угу. Вот конкретный пример с дронами, да. Приходит тоже полковник, собирают старост первого-второго курса мехмата, это у меня старший на мехмате, вот собирают старост. И он им толкает лекцию о том, что он сам из войск беспилотных систем, которые до сих пор не создали, но создают типа. Мораль сей басни такова, что, ребята, вот он на себе волосы рвал. Говорил, пожалуйста, у вас будет академ, все что угодно, там деньги вам заплатим, все, приходите. У нас людей много, но все тупые. Вот идут, но не тупые, они бесполезные. Пожалуйста, приходите, типа, все вам сделаем. Академа оформим. Первый-второй курс – это такой самое тяжелое время на мехмате, где академ спасает жизнь многим. Понимаете, ну, есть технологии замечательные. Ну, во-первых, причем тут ИИ, я не совсем понимаю, потому что, ну, это не тот ИИ, который нам вбили в голову вот эти вот большие языковые модели. Так называемый дегенеративный ИИ. Он регенеративный, но на самом деле дегенеративный. А этот ИИ, ну, там, это система автоматизации, АСУ, система управления, по большому счету. Но все равно, чтобы все это освоить и понимать, как это работает, ну, незначительная часть популяции на это способна. Поэтому, когда вы все это даете на откуп ИИ, ну, полностью, да, как, например, Anthropics пыталась сделать в Пентагоне, и не только Anthropics, но и эти самые... Ой... Ну, не суть важно. Ну, у вас получаются очень такие плохие результаты, скажем так. Ну, вот еще просто, чтобы вы понимали, вот у израильтян тоже были, ну, и есть сейчас уже давно, несколько лет, система автоматического убийства одна палестинцев. Одна из них называется Лавандер. Лаванда. Значит, в чем она состоит? Постоянно висят, грубо говоря, коптеры над палестинской территорией. Постоянно ведется видеонаблюдение. И вот построена такая система скоринга какими-то профессорами из Израильского университета, какой еще военными, которые, значит, различают лица и сравнивают это с базой известных хамасовцев и тому подобное. Есть вторая система, где твой папа, так и называется.
которая высчитывает, скажем, в зависимости от важности определенной фигуры, сколько мирника можно вложить, там, всю семью или сотку, грубо говоря, в квартале. Все замечательно, прекрасно, в общем, работает там. Убили огромное количество палестинцев. Ну, то есть, это, ну, я не будем геноцид трогать. А потом оказывается, что они одну вещь не досмотрели. Хамас под землей, дебилы, сидит. Кого убиваете, вы убиваете не Хамас. Так и здесь, понимаете. Всегда должен быть оператор. А операторы, которые способны управлять и использовать такие системы, в современной популяции очень-очень. Поэтому можно, скажем так, не переживать. Они сами друг друга перебьют, эти системы. И своих создателей. Ага, значит, так, друзья, давайте подведем итоги опроса нашего сегодняшнего и пообщаемся с вами в режиме Блиц обязательно. Без вашей аудитории общение с вами никуда. Возобновятся ли удары по Ирану? 11% 50-50, 50 на 50, 12% да нет, навоевались, спускают на тормоза, 34% высокая вероятность и 42% да, это неизбежно. Вот такие мы получили, собственно, голоса, то есть, как и Степан Геннадьевич вначале сказал, что, ну, скорее всего, это будет первый вариант, к большому сожалению. Но будем наблюдать, конечно, искать все. Степан Геннадьевич, давайте перейдем к вопросам. Режим Блиц, вопросов что-то очень много, очень много. Ну, значит, поехали. Так, значит, поехали. Вот такие вопросы. Клуб зрителей задает пользователи. Если задача 2030 выполнят эту задачу, что нас ждет дальше? Я слышал, что у нас украли 5000 лет истории, где можно узнать больше и в каких источниках. И правда, что эфир существует и его возможности реальные. Вот такие 3 вопроса. Эфир существует, возможности реальные. За 5000 лет не скажу, но, скажем так, ну, 1002, наверное, да. 1000, наверное, украли. И второй вопрос какой был? Если задача 2030... Первый вопрос. Да. Ну, в идеале все описано в творениях и трудах товарища Шваба, да. У вас ничего нет, и вы счастливы. То есть, Да. вы ничем не обладаете, но вы настолько тупые и радуетесь солнцу просто, что все хорошо. Сообщество. Возникает вопрос, извините, а почему-то нафиг вообще-то нужны? Ну, тут уже встает вопрос о том, что популяцию нужно держать в районе 500 миллионов человек, как было написано на скрижалях Атланты в штате американском. У города Атланты. Так, сообщество. Василий Одесса, здравствуйте. Степан Геннадьевич, вы своими утверждениями, что в Кремле у некоторых таки нет яиц, подвигли меня задать вот такой вопрос. Какие, в вашем понимании, действия должны предпринять кремлевские в Украине, чтобы вы их перестали так обзывать кастратами? Пожалуйста, по пунктам. 1, 2, 3. Спасибо за ответ. Мира вам и добра. Много раз говорилось, нужно сделать нечто, что, скажем так, европейцы почувствуют на собственной шкуре. Будь то политически или экономически. Ну, уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Тогда Европа просто не сможет, не в силу будет снабжать Украину электроэнергией, цены на электроэнергию вырастут. Как Украина может воевать без энергетики? Вопрос открытый. А самое главное, что толпы беженцев, они просто сметут все на своем пути на западных границах Украины. И вы просто получаете мощнейший удар и по политической системе, и дополнительный удар по экономике Европы. Второе. Вот у нас кризис топливный и энергетический в Европе из-за, скажем, Армуза. Наверное, в курсе, что Европа бьет рекорды по импорту российского сжиженного газа. С радостью продаем им нефть. Это не есть такая критическая статья доходов бюджета, чтобы за нее стоять на коленях. Можно было сделать, как, например, мужики в Иране. Сказать: ребята, хотите газик, хотите нефть,
Значит, вот наши условия по Украине. Мгм. Ну, кстати, У вас есть следующий, неделя. следующий вопрос от Людмилы. Степан, скажите, зачем Россия подыграла в выделении 90 миллиардов евро на войну, Как обеспечив подыграла? включение дружбы? Годовой доход от дружбы 6-7 миллиардов, плюс даже штрафные санкции, хотя это форс-мажор. Несоизмеримо это с 90 миллиардами. Спасибо, берегите себя. Ну, это вот из серии того, что я сказал. Почему Европа, скажем, и Запад считают возможным использовать все виды оружия, в том числе финансового, экономического? Почему Россия, обладая не менее, скажем так, мощным экономическим оружием, его не использует? Мгм. Ну, потому что нужны пламенное сердце и холодный разум, чтобы все это делать. Мировым порядком управляют башни Ватикана. Мальтийский орден курирует аристократию и монархов, Британию, отчасти США, США, ЦРУ, и иезуиты курируют коммунистов, Китай, Кубу, Иран, Россию, и теперь новый глобальный юг. Опус Dei курировал правые режимы, а теперь Евросоюз. Все войны и конфликты — это разборки между этими группировками, а в которых государство — это просто активы. Какая башня заняла Святой Престол и устраивает мировой порядок? Папа Франциск умер, и сразу мировые повестки, ЛГБТ, зеленый инклюзивный капитализм отменили, получается? Ну, как накидал Ну, много они вопросов. еще, Да, вообще-то, если вы будете смотреть хронологию, они отменились еще при предыдущем папе. В силу, скажем так, исключительно экономических причин, потому что они были экономически нежизнеспособны. Начались бюджетные кризисы во многих странах, которые все это продвигали. Ну, и потом еще раз, просто существуют физические ограничения на количество необходимых полезных ископаемых, которые есть в земной коре. Ну, это как, еще раз, закон Яровой. Мгм. Нет такого физического объема памяти, в принципе, и быть не может. Так и Алексей, здесь. а, А что касается башен, ну, слушайте, а, эти ордена в свое время очень сильно воевали за опиумные плантации. Ну, потому что когда нужно осваивать новые территории, окормлять будущих страждущих, их сначала нужно в циркушке обдурить хорошо. И ладаном махали с опиумом. Поэтому за это войны были. Башен, вот, на мой взгляд, в Ватикане нет. И Ватикан всего лишь часть системы управления. Поэтому не надо думать, что это вот нечто, что управляет миром. Они участвуют, но это часть. Мгм. Алексей, за счет каких ресурсов Германия будет накачивать военный потенциал? И как Не отнесутся знаю. избиратели, если Сразу будут говорю, не знаю. нещадно резать социалку? Вся эпопея Мерца быстро закончится, когда его снесут на следующих выборах. Не знаю. Сразу скажу. Может, я могу что-то не знать реально. Ну, не знаю. Степан, вопрос такой. Что думаете о выражении «вырвать поражение из цепких лап победы»? Насколько оно уместно и применимо в контексте действий Кремля на протяжении всего СВО? Ну, неприменимо, потому что на самом деле победа, она была победа, если так, я это много раз тоже говорил, повторюсь. Вот солдаты, офицеры воюют не благодаря, а вопреки. То же самое бизнес, который вытягивал экономику после, в общем, реально калечащих санкций, которые ввели в самом начале. Он тоже работает, скажем, доработался практически не благодаря, а вопреки. И единственное, что тянуло Россию и пока что еще как-то тянет, это стратегическая глубина, которой нет ни у Запада, ни у Украины. Это вот как ситуация на Ближнем Востоке. У Ирана есть стратегическая глубина, а у Израиля и США на Ближнем Востоке ее нет. Да и вообще нет, по большому счету. Потому что иранцы готовятся к длительной войне, поэтому они рады ее продолжать. Вот, поэтому тут проиграть легко, выиграть тяжело в данной ситуации. Мгм.
Вот такой вопрос Владимир задает. При провальной новой атаке США на Иран, что увидит весь мир, Япония и другие крупные держатели трежерис не станут экстренно ли продавать? Что будет с долларом? Прогноз о росте доллара из-за глобальной короткой позиции по доллару не меняется? Может пошатнуться меняется. доверие к этой валюте? Понимаете, доверие можно засунуть себе в туфис. А вот то, что нужно возвращать доллары, то, что есть система евро-доллара, и то, что всем нужны доллары, и сейчас напряг с долларами в банковских системах, это, скажем так, факт, данность. А доверие, ну, это ни о чем. А если, ну как, будут атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана. В ответ на это Иран четко сказал, что ну, мы весь Ближний Восток оставим без энергетики и воды. Хана Ближнего Востока называется. Ну, еще вдобавок раздолбаем всю нефть и газодобычу и переработку. Ну, сами подумайте, какой бербок придет мировой экономике. Да, уж переходим в чат трансляции. Значит, в чате трансляции у нас вот какие замечательные вопросы. Всем большое спасибо за то, что подписываетесь. Кстати, друзья, подпишитесь на Тимуру, подпишитесь на Шелеста. Сделайте нам очень и очень приятно, что мы с вами вместе, и мы, как говорится, здесь, не теряемся. Поехали, вопросы. Что Тимура думает о масонах Европы, Америки и России? Какая их роль в современном обществе и политике, мировой и российской? Я так понимаю, их роль в мире просто тупо рубить бабло. Раскачивать ситуацию, ускорять, замедлять другие страны и тупо рубить бабло. Капусту. Все. Зачем столько капусты? А вот вопрос интересный, я вот тоже Солить? задавал. Вот, слушайте, ну вот, скажем, есть у вас все деньги мира, есть вся власть в мире. Ради чего? Что вы сделаете вот со всем этим? Ну, остров Разумеется, ответ не какой-нибудь. получил. Остров какой-нибудь с какими-нибудь. Да не, ну слушайте, для этого не нужна власть, для этого не нужно столько власти, столько денег не нужно, чтобы жить как Эпштейн. Хотя они там все, да. Ну просто вот ради чего? Понимаете, я понимаю, там была какая-нибудь цель, скажем, вот принести в человечество или сбросить с него оковы, чтобы оно реально могло наслаждаться и эфиром, и свободной энергией, и вообще всем, что известно, но скрывается. Для этого нужно противостоять, скажем, тем же огромным нефтяным компаниям, разным лобби, группам, влиянию, власти и тому подобное. Нет. Вот, ну хорошо, вот вопрос. Есть у вас все деньги мира, есть у вас власть всего мира. Что вы будете делать? Для чего это вам нужно? Ну, с Ватиканом понятно, да, там нужно собрать все золото. Придет Люцифер с рептилоидами, золото заберут, все нормально. А эти-то что? Поэтому они бабло просто рубят, качают ситуацию во всех странах. Так, следующий вопрос. Степан Геннадьевич, танкеры с нефтью. Так, танкеры с нефтью едут 2 месяца. С начала иранской авантюры как раз прошло. Будет у нас, наконец, хороший сквиз по жиже хотя бы до 300? А то что-то вяло. До Жижа 300 не ездит. знаю, вот до 300 не знаю, но там по Light Sweet цели стоят от 185 до 225. Сейчас дочерчиваем коррекцию. Вопрос Димуре. В российском сегменте сети начинается прогрев, что мобилизация может решить проблемы. Верите ли вы, что при нынешнем уровне руководства и руководителей мобилизация или ЯО поможет? Нет, нет. Во-первых, оружия на всех нет. Вспомните первую мобилизацию, да, на мой взгляд, мало что изменилось. А с того времени оружия на всех нет, и все эти разговоры о мобилизации, которые идут, там якобы куда-то какие-то разнарядки в какие-то вузы, это как раз разговор идет о войсках беспилотных систем. Что там 5%, скажем, курсов технических вузов надо его подписать на контракт на управление беспилотниками. Вопрос Димуре. Чем объяснить? Смысл мобилизации, понимаете, ну, войск достаточно, в большом же резервов достаточно
мобилизация, чтобы устроить очередной мясной штурм Киева, например, или Одессы. Но, ребят, нормальные люди сначала вырубают электричество. А мясной штурм устраивают потом. Хотя о чем это? Это я нормальных видах. Чем объяснить медийную отстраненность властной верхушки от громких ударов по России? Нормально ли это отстраненность? Ну, пока Боня тему не поднимет, на нее никто не среагирует, поэтому ждите. Пишите Боне. Правда, в Инстаграм пишите. Запрещенный в России. Или можно почтой в Монако. Можно почтой глубины, да. Зачем мне солнце в Монако? После тактического удара Израиля ядерным оружием Владимир интересуется, биткоин обрушится? Не знаю. Израиль точно обрушится. Биткоин не знаю. Ну, вы странный человек. Вам только что объяснили, что будет в результате начала войны с Ираном. Второго витка, напряженности с Ираном. Вы, наверное, прослушали. Обрушится Здравствуйте. все. Биткоин – это такая какашка, никому не нужная, оказалось. Здравствуйте, Степан. А где бы вы пожелали себе и своим детям жить? Есть еще такие места и страны? Спасибо за здоровый смех. В ближайшее время, вот как я говорил, в России жатва здесь есть, вода есть, электроэнергия есть, горючка есть. Вертикаль власти, скажем так, показала свою неспособность притворять до конца повестку 2030. Ну, а со всем остальным можно пережить. Поэтому пока здесь, а дальше видно будет. В принципе, пиндосы, как всегда, пройдут, скажем так, очередное 4-е превращение. И, наверное, лет через 5-6 детям, наверное, нужно будет туда уезжать. Скажите, пожалуйста, пророчества сбываются или под них просто подстраивают, подгоняют события? Ну, я вам так скажу. Я думаю, что в основном подгоняют. Хотя есть достаточно... Понимаете, когда есть пророчество, оно должно быть четким. Не то, что там бабушка Ванга сказала, или Нострадамус написала, мы вот теперь все это расшифруем. Я, знаете, это все сравниваю с тем, что есть астрология, есть астрологи. Астрология – это язык звезд, да? Мы его не знаем, но он есть. Это циклическое движение планет, условно говоря, и галактик. Ну, в нашей точке отсчета. Соответственно, астрологи – это те, кто интерпретирует этот язык, переводят на человеческий с астрологического. Вот с ними у меня проблема. С астрологией проблем нет. Мгм. Значит, вопрос. Возможен ли полет на Марс в ближайшем будущем? Я думаю, возможно. Если от Земли что-то останется от цивилизации. Михаил интересуется. Как вы считаете, отменят ли выборы в России в Думу? Ведь у Единой России шансов нет. Что же нет шансов? Есть машинка Суркова-Тюринга в избиркоме, нет шансов. Ну, видите, 55% будет. При явке 50. Или как там наоборот, явка 55. Нет, явка 50, 55 минимум. Ну, Сергей у нас же интересуется. как же у нас называется-то? Суверенная демократия в условиях правового государства. Как тут без выборов? Тут без выборов никак. Должна быть легитимность. Сергей интересуется. Что Тимура думает о военном союзе Турции, Британии, Украины, Норвегии, Прибалтики, Дании, Нидерландов? Типа в противовес для сдерживания России. Ну, возможен только, понимаете, военный союз обычно заключается, эффективный военный союз, если посмотрите, заключается между, что ли, странами, которые сопоставимы по своей военной мощи. Вот из всех этих стран военной мощью обладает только Турция. А Британия обладает мощнейшей мягкой силой. Очень мощной мягкой силой. Поэтому, скажем так, возможно вот объединение военной мощи Турции с Великобританией, да. Ну, а все остальные страны могут просто использоваться как такие, знаете ли, прокладочки, чтобы использовать их территориальные воды.
Вопрос Степану Диморе. Что он думает о предложении создать Донниленд на Донбассе? Не есть ли это попытка очередной раз ввязать Америку в этот конфликт, войну в Украине? Да, ну, слушайте, еще раз, как надо относиться как к Трампу. Что знает Димура о выборах в Армении предстоящих? Ничего. Не интересуюсь. Мгм. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня мы вместе с вами провели этот замечательный эфир. Очень рад, что вы присоединяетесь, приходите к нам по четвергам, приходите и дальше. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пишите все-таки хорошие, добрые комментарии. Степан Геннадьевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Берегите себя. Всем добра и света. До скорого. Удачи.